Так. Blackview Active 12 Pro. Смотрите, вот такая вот штука. Знаете с чем? С проектором. И у меня такое ощущение вот возникло, что они взяли какой-то смартфон с проектором, который уже были, и просто засунули в формат планшета. Просто сделали с большим экраном. При том, что у нас здесь есть, знаете, как... вот здесь вот. Здесь вот. Отпечаток пальца достаточно быстрый. У нас есть нормальный Wi-Fi. Вот вы, кстати, видите сейчас картиночку 600 мегабит. И все это еще и на процессоре Dimensity. Какой процессор, мы еще сейчас с вами посмотрим. Мы с вами рассмотрим все характеристики. Но то, что они здесь получили именно сертификат MIL STD 810, это military стандарт прочности. Они получили IP69K, еще и получили отраслевой стандарт, который от огнестойкости, не от огнестойкости, именно огнестойкости. Делает этот вот планшет с 30 тысяч миллиамперами батареи, который конкретно не горит, не тонет, не падает, не разбивается. Сделали вот, но не дешево. Я сразу говорю, это не будет дешево, хотя планшет действительно зачетный. Очень яркий, хороший экран. А вот камеры как бы не позиционировали 108 мегапикселей, там фронталка 50. Нет. Нам не понравились камеры, они достаточно слабы. Хотя, чего мы хотим? Это не камера-фон, это все-таки планшет, просто-напросто с возможностями какой-то камеры. В принципе, проектор это плюс. Для кого подходит? Вот сразу давайте. Для военных, для рабочих, для путешественников, для дальнобойщиков, для, допустим, для каких-то горных профессий, для отшельников, для служителей, вернее, для смотрителей маяка. Потому что яркость 10 люмен проектора, она невелика, но при этом в коротком фокусе это очень даже хорошая, прикольная картинка, и вы должны это учитывать. С автофокусом, с автокейстоуном. В общем, сейчас идем с вами, распаковываем, смотрим, сколько стоит и тестируем. Так что переходим. Так. Blackview Active 12 Pro 5G, 256 хранилища, у нас видите 12 и плюс 24 виртуальной памяти из хранилища, 36 гигабайт памяти. С NFC, само собой, с проектором, смотрите, как здесь понаписывали. Ну что у нас здесь за характеристики? 11 дюймов, 1920 на 1200, 15 тысяч миллиампер, двойная батарея, здесь 30 тысяч миллиампер батарея, нифига себе. Фронталка 50 мегапикселей, задняя 108 мегапикселей. Ну и, конечно же, это у нас 8-ядерный МТ-6878 по 2,5 ГГц. Интересная тема. Давайте вскрывать. Оба-на. Ого. Блин, он весит, капец. 30 тысяч миллиампер батарея. Так. 90 Гц экран. Приятно. Вау. Фонари. Уже сразу вижу фонари. Есть крепление. Слушай, он весит как сумасшедший. У него есть активное охлаждение для проектора. Есть камера, господи, автофокуса. Капец. Здесь кнопка разблокировки, кнопки регулировки громкости. Здесь SIM и TF-карт. А что здесь? SIM есть? Здесь 5G есть? Ни хрена себе. Слушайте, вообще топ. И вообще топ. И стереодинамики. Ладно. Что у нас еще есть? А ну-ка смотрим. Я могу сказать, что у нас еще есть. Это у нас тут вообще, у нас переходник Type-C на USB есть. У нас есть тапалка. Смотри, тапалка на экранчик. У нас есть винтики. Я в шоке вообще. Что это такое? Blackview. С каких пор у нас такие сумасшедшие комплектации стали? Смотри, есть скрепка. Есть кабель быстрой зарядки. Есть еще сама по себе быстрая зарядка. 120 ватт. 120, мать его, ватт! Power Delivery. Китайцы, вы чудо. Конечно, это сильно. Это сильно. Ну, давай. Как это вообще поставить? Вот так вот, да? Вот так вот. Смотри. Да. Именно вот так вот. Крепится. Смотри, оно в позыв становится. Слушай. То есть оно здесь все по уму сделано. Смотри, винтики. Ну давай. Сейчас мы его закрепим. Отвертку даже положили. Я в шоке. Красавчики. Ну это, конечно, что такое отверткой крутить, это такая безнадега.
уже безнадежно. Зато всегда в комплекте. Зато всегда в комплекте. Да, зато всегда в комплекте, согласен. Так, слушайте, все в заглушках, все в бронированное, все углы бронированные. Я вообще в шоке. Это да. О! Вот так вот. Вы поняли? Вы поняли? А можно вот так вот брать, как сумочка. А можно вот так вот ставить для проекции. Смотри, то есть вот так вот как проектор. А, вообще красавцы. Слушай, ну вообще я уже готов пойти настроить и уже тестировать. Очень интересный экземплярчик получается. Кроме того, что у нас здесь, видишь, разъем для TF-карт. Давай луковую память тоже посмотрим, что у нас там есть. О, смотри. Для симки и для TF-карты. Для одной, либо для двух симок. Это, конечно, они дают. И все под резиновыми заглушками, под полной защитой. Класс. Все, ребят, переходим и тестируем. Так, друзья, 673 бакса стоит планшет вариации 12 на 256 на 1 терабайт 726. Нифига себе, скажу я вам. Но можно расширить всегда. Мне интересны характеристики, что они заявляют. То, что здесь Dimensity 7320, это понятно. Знаете, сколько он весит? 1,5 килограмма, 1522 грамма. Ничего себе. 11-дюймовый Full HD IPS дисплей 90 Гц, 1920 на 1200. 12 плюс 24 памяти, 16 плюс 32 расширяемой. У нас получается, то есть можно такое, знаете, сделать огромного монстра, хотя не вижу смысла. 30 тысяч мА и 120 Вт быстрая зарядка. Вот это хорошо. GPS GLONASS, Galileo, Baidu L1, L5 поддерживает. И есть у нас бенды, здесь есть перечислены бенды как во всех частотах, да, там 2G, вернее, во всех стандартах 2G, 3G, 4G и 5G. Пожалуйста, в описании под видео ссылка, переходим, смотрим, в принципе, на проект продавца и, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Но что они тут заявляют, кроме этого? Номер один. Так, по проектору 120 дюймов максимальная у нас проекция, 1080p, 200 люмен, еще и свои 2 NL1. То есть мы сможем смотреть здесь спокойно, допустим, Netflix, либо какие-то платные сервисы. Есть встроенный сенсор дистанции. И что у нас тут еще есть? MIL STD 810. Ух ты, сертифицирован. IP69 и UL94HB. Да ладно, он полностью... Знаете, что поддерживается? Выдерживает давление 2,2 тонны, 12 метров падения, 1,5 метра погружения на 30 минут, подводная камера, термальный шок от минус 55 до плюс 70. Экстремальные, да ладно, слушайте. А нет, да. Вообще, конечно, топ. Я вам скажу, очень-очень круто. Но то, что про камеры мне не совсем понравилось. Но вот то, что память LPDDR5 и плюс UFS 3.1, это прям очень хорошо. То есть здесь очень быстрая память. То есть что мы получаем? Да, основной экран. Основной экран очень невероятно яркий. 650 нит для планшета, для большого. С сертификацией это неплохо. Но режим персонального компьютера мы знаем, что там есть. Мы вам покажем, что он работает. А больше тут нам ничего интересного, кроме вот этих вот рекламных штук, нет. Но есть вот этот вот, видите, построено для работ. То есть какие-то грязные работы, тяжелые для путешествий, для дайвинга, для экстремальных температур холодных, для рыбаков, для добывающих, я вам скажу, для военных. Сразу тоже могу сказать. И очень-очень такая интересная универсальная штука. Еще и кино посмотреть можно в замкнутых пространствах до 120 Гц. Правда, в полной темноте. Мы обязательно потестируем наш проектор. Что могу сказать? Переходим, сейчас уже тестируем. Смотрите, сколько рекламной хрени они понаписывали. Это просто жесть. У Blackview это просто больная тема насчет, короче, около 100 картинок рекламных. Прикинь? А вдруг ты не понял? Да, вдруг я в первых там 80 не понял, а последние 10 они решат эту проблему. Все, переходим и тестируем. Так, смотрим. Планшет, он тяжелый. Ребята, он конкретно, мать его, тяжелый. Давайте чуть отодвину камеру, чтобы хоть как-то он помещался. Ножка очень удобна, вы можете менять наклоны, все это очень классно. И что бросается в глаза? Очень яркий дисплей, прям яркий. И вот иногда даже в пересвет уходит. Мне это действительно
понравилось. При том, что он очень плавный. Если мы пойдем сейчас с вами, смотрите, в экран, кроме того, что у нас есть адаптивная яркость, если я сейчас включу адаптивную, смотрите, насколько он падает. То есть у нас в другом случае будет просто-напросто пересвет. Но мы оставим вот так вот примерно. У нас здесь есть, смотрите, плавный экран. Давайте, высокий, 90 Гц. За это спасибо огромное. Теперь у нас есть... Зачем здесь Android Auto? Не понимаю. По-моему, они сделали смартфон в корпусе от планшета. При том, что у нас есть режим персонального компьютера. То есть, пожалуйста, можно подключить Bluetooth мышку, Bluetooth клавиатуру и получить вот такой вот многоэкранный, многооконный режим, где у нас мультизадачность, именно в режиме компьютера. Все это будет вот прикольно, да? Ну, само собой такого себе Android компьютера, ну, есть как есть. Давайте выйдем из режима ПК. Давайте выход. И давайте сразу по производительности. У нас здесь есть огромное количество ИИ-агентов, которые они сюда интегрировали. За это им огромное спасибо. И давайте посмотрим мы следующий момент. AIDA 64. Давайте, готово. А что у нас, разделение экрана есть или что? Ну сейчас попробуем. Разделить экран, да, есть, все, с этим супер, давайте положу, чтобы было, или наклончик сделаем меньше, вот так вот, вообще отлично. Разделение экрана есть, хорошо, с этим отлично. Теперь AIDA 64, где наша AIDA 64, мы ее устанавливали. Давайте посмотрим. Blackview Active 12 Pro, MT68 78 у нас платформа, 12 гигабайт оперативной памяти, 256 хранилища. Центральный процессор это Dimensity 7300X, 4 ядра Cortex A55 по 2 ГГц, 4 ядра Cortex A78 по 2,5, 4 нанометра, кстати, процессор. И у нас Mali G615 MC2 на марше, скажем так, для графики. 1920 на 1200 у нас разрешение. Ну, по сети тут, в принципе, все понятно. 600 мегабит канальная скорость. Откровенно говоря, больше 300 мы не получим. Батарея. Вот батарея это у нас, реклама задолбала. Батарея 30 тысяч миллиампер, при том, что она двухячеистая. Вот это очень круть. Android 15 и доступа к температуре, конечно же, нет. Давайте посмотрим, да. Зато у нас есть проектор. Вот проектор, давайте я сейчас включаю. Мы с вами видите, как он устанавливается. Тут показано, как стоит, инструкция по функциям проектора. И вот здесь есть включатель проектора. Давайте, проектор запускается. Как это выглядит? Вот таким вот образом сейчас загорится у нас проекционная линза. Срабатывает автофокус, но, смотрите, здесь можно регулировать яркость проектора. Есть автофокус, либо мануальный. Ориентация экрана, коррекция трапециоида. И, конечно же, включить плавающую кнопку. Все, пошли потестируем, потом уже вернемся. Вы знаете, вот он мне очень напомнил, как танк Т4 Pro. Вот смотрите, то есть у нас есть проекция, я вам скажу так, вот это вот, ну, будет мерцать, потому что частота лампы не будет совпадать с частотой камеры, на самом деле мерцания нет. Смотрите, яркость 200 люмен, вы не должны от него ожидать какой-то, скажем так, какого-то чуда, потому что помещение не полностью затемнено, оно немножко освещено, покажи, пожалуйста, вот вокруг. То есть у нас есть какие-то лампы и полного затемнения нет, в полном затемнении будет лучше. Сейчас размер проекции где-то 100 дюймов, и вот при таком раскладе я скажу, вот если брать размер проекции меньше, то будет еще ярче, да, это будет нормально. Автофокус работает отлично, то есть если мы, допустим, видите, вот хоть хотя бы чуть-чуть переместим, срабатывают и автофокус, и автокейстоун, и при этом они отрабатывают, ну, действительно хорошо. Теперь я хочу посмотреть, смотрите, сейчас у нас надо, чтобы он автофокус отработал, потому что чуть-чуть перемещал, диск вставил, автофокус работал. Так, смотрим по картинкам, я вам скажу так, он не калиброван, яркости недостаточно, при этом калибровать мы не можем. Хотя по контрасту я прям вижу все квадраты. Да и по яркости я в принципе их вижу, но яркость могла бы быть лучше. Вот чуть-чуть его видно, этот квадратик. Теперь дальше. Девочки выглядят неплохо. И я вам могу еще сказать по основным цветам, вот, которые есть. Цвета чуть-чуть тускловаты, но опять же 200 люмен, чего мы хотели. Проектор короткофокусный и, допустим, в каких-то моментах у нас будет не хватать яркости, если мы будем пытаться получить излишне большое изображение. Я хочу посмотреть градационные цвета какие-то.
основные. Ну, я вам скажу, это даже и неплохо по самой калибровке цветов. Кино посмотреть, я вам скажу, в каком-то замкнутом пространстве, а если еще и в полной темноте, очень даже можно. Ну, давайте так еще включим какой-то, не знаю, какой-то ролик, посмотрим, как это выглядит. С учетом того его громкого звука, это выглядит неплохо. И смотреть можно, кстати. На мерцание не обращайте внимания, это нормальная, скажем так, реакция его на самого смартфона, на частоту. Ну что, поняли, да? Проектор работает, с этим все хорошо. По камере сразу могу сказать, камера нашей лисички тестеру не понравилась, она бегала с камерой, да, в принципе, и мне тоже. Мне не хватает контрастности, мне не хватает, хотя здесь есть HDR, да, фокус, откровенно говоря, такое себе. Видите, с апертурой 1.9 он фотографировал, при том, что камеры здесь достаточно интересно заявлены, там 108 мегапикселей, но даже имея там 108 мегапикселей, мы имеем недостаточную четкость самого исполнения. Но это все-таки планшет, а не смартфон. Вот смотрите, опять же с автофокусом проблемы, даже с мануальным, хотя здесь неплохо. А знаете чего? А ну сейчас посмотрим. О, у нас проблема с экспозицией, да, мы видим четко уходящий пересвет на фоне темных. Да, у нас экспозиция проблемная, и опять же пропадает детализация. Но вот я всегда говорю правду, хотя опять же это планшет, это не камерафон и не профессиональная камера. Ультраширик тоже теряет свою детализацию, как мы видим, видите, по краям есть как есть. Никакого, скажем так, а здесь неплохо, а здесь неплохо. То есть от режима к режиму, лисичкина рука попалась, от режима к режиму камеры не впечатлили, говорю сразу. По своей мощности, по играм, да, там можно во что-то поиграть, и у нас даже тест Antutu, смотрите, показал там для такого рода планшета 644 968 баллов. Blackview Active 12 Pro. Нормально. А ну попробуем сейчас тест мультитач. У нас 10 касаний, тут проблем не возникло. По своим мультимедийным возможностям можем попробовать ютубчик проиграть. Давайте ищем 4К геоплейсы и попробуем звук. О, слушайте, знаете, в чем проблема? HDR экран, звук, кстати, классный. HDR воспроизводится тускло, он чуть-чуть неправильно декодирует HDR, да. Смотрите, 4К вытянет. Тут только SDR ролики смотреть, потому что HDR в YouTube у нас обыгрывает тускловато. А вот, ну сейчас зайдем на канал и откроем SDR ролик какой-нибудь. А ну слушайте, HLG. Да, HLG тоже тускло. Звук классный, вот звук вообще прям топовый. А ну... Немецкие путешествия. Слушай, а что, реально не сделали? Вот здесь вот здесь хорошо. Да, для SDR отлично. То есть HDR ролики здесь смотреть такое себе тускловатое, а вот SDR отлично. То есть мне нравится. Звук очень хороший. Звук прям шикарный. Звук прям шикарный, он стерео, вот звук сторон, хотя когда ты играешь, звуковые вот эти динамики ты закрываешь. Но по мультимедиа прям фильмы посмотреть какие-то, прям вот ютубчик пойдет. Есть WPS Office, есть, а ну где инструменты есть, набор инструментов, как всегда, да, набор инструментов со стандартными какими-то там транспортирами, видите, визуальными, да, у нас там есть еще шумомер, рингтон, компас и знаете что, кемпинговый фонарь. Да, вот кемпинговый фонарь тут светит, мама не горюй. Кстати, лисичка нам в темноте его заснять. Кемпинговый фонарик светит очень-очень сильно. И при этом вы можете максимальную, это еще и низкая яркость, максимально осветить нельзя. Есть мигание, есть сос, есть освещение, если далеко оказались, чтобы был еще момент. Есть настенные уровни визуальные, да, там можно что-то, но видите, с рамкой настенный уровень попадает под камеру. И нужно откручивать для использования полноценно этих самых инструментов. Давайте выровняем для этих инструментов. По поводу игр. Мы играли здесь в PUBG, и PUBG спокойно бегается, дает сбалансированные настройки. Мы как бы никаких вопросов у нас не возникло, мы играли спокойно. Потратили на игру приблизительно там минут 10-15, при этом за которой у нас абсолютно мы не почувствовали никакого нагрева, абсолютно никаких моментов. И уже там, когда я вечером на нем доигрывал какие-то партии, тоже было все идеально.
То есть играть можно, играть хорошо, но тяжело. Некомфортно играть, потому что тяжело. Тот же самый Real Racing. Мы играли в Real Racing с акселерометром, да, в виде руля, и я вам скажу, ну, это такая себе. У нас получается тренировка 2 в 1. То есть ты тренируешься, еще руки можно поднакачать. Поэтому тут надо учитывать, что для игр не совсем удачная конфигурация. При том, что Shadowguns Legends у нас тоже неплохо отыграл. Средние настройки 60 FPS. Мы спокойно бегали. Пролагиваний и временных там каких-то задержек у нас не было, потому что Shadowguns Legends очень такая продуктивная, такая требовательная игра. Если у вас недостаточно мощный процессор, то поверьте, лагов вы наберетесь без проблем. А вот War Robots меня вообще порадовал. Ну, здесь мы играем с ботами сейчас, но вы должны понимать, что War Robots тоже не самая легкая игра для такого рода устройств. Поэтому делаем акцент на таких, скажем так, играх, которые могли бы тут пойти. Тут пойдут и танки, и World of Warships и тому подобные игры, но не рассчитывайте, что вы сможете здесь играть игры по типу Genshin Impact, либо COD Mobile, Warzone. Они будут играть с откровенными лагами, потому что маловато у нас по Antutu баллов. Что есть, то есть. Я вам это обязан говорить. Больше мне тут, в принципе, что мне тут еще смотреть? Смотреть-то мне здесь больше нечего. Ой, надо фонарик выключить. А ну, где у нас там? Вот, давайте мы выключим фонарь, потому что он, откровенно говоря, достаточно ярко и сильно светит. Ну что, я готов пройти и прорезюмировать данное видео. В качестве выводов скажу, неплох планшет, неплох. Действительно, при всем его функционале, даже несмотря на цену, я буду его рекомендовать именно в качестве защищенного универсального планшета с расширенными функциями по типу проектора. Поэтому мои рекомендации есть, ссылки в описании под видео. Подписываемся, с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.